она включает трек, и меня просто разрывает до слез. Я понимаю, я боюсь, что я вот этого всего больше не услышу, потому что мир меняется. Я не хочу этого потерять. Пойдем со мной, пойдем со мной, пойдем со мной, ты. Пойдем со мной, пойдем со мной, пойдем со мной, ты. Нужны люди интересные, которые пришли с душой, которых уже много, их реально много. И мне это дико приятно, понимаешь? Люди, которые рады к себе принять людей открытых, интересных. Пойдем со мной, пойдем со мной, пойдем со мной, ты. Пойдем со мной, пойдем со мной, пойдем со мной, ты. Раньше мы создавали музыку и незаметно ставили для себя барьеры. А попадем ли мы в тренды? Грамотно ли написан текст? Правильно ли подобраны инструменты в треке? И когда ты от этого освобождаешься, наступает время, когда ты готов показать свою музыку. Когда момент оценки трека ты оставляешь публике. Взамен мы закладываем в каждую историю образы, которые многим доступны. Неважно, откуда ты родом, в каком городе ты сейчас находишься, музыка позволяет тебе достать ценные картинки из твоей памяти. Нам очень повезло родиться во время перехода аналогового звучания в цифровое. Повезло передавать настроение с помощью музыки. Проводя большое время в студии, понимать, что прикосновения к нотам дают определенный эффект на концертах. Сюжеты, о которых мы рассказываем, это образы, которые были заложены в разный период времени. Где-то окружением, где-то семейной теплотой. Увиденные истории отображаются на бумаге, впоследствии ложатся на музыку. Мы всегда хотели чем-то отличаться, но до конца не понимали, как это можно реализовать. Как можно использовать свой опыт и в тот же момент быть самостоятельным проектом. И в определенный период мы просто перестали обращать на это внимание. И стала получаться музыка. Для каждой площадки мы стараемся записать пару новых историй, чтобы люди могли испытать новые эмоции, чтобы каждая программа чуточку отличалась от предыдущей. Потому что публика на нашем выступлении для нас это самое ценное в творчестве. Нам очень приятно, что приходят разные люди со своими историями, разными внутренними мирами,
Но наступает тот момент, когда они становятся одним целым и делятся с тобой своим временем. Когда ты видишь чистую определенную легкость в эмоциях, в глазах, в движениях, ты понимаешь, что ты сюда приехал не зря. Мы любим выступать на уютных площадках, там контакт происходит более открыто. Ты можешь чуть ли не каждому прикоснуться взглядом, и зачастую этого достаточно для того, чтобы почувствовать весь зал. Люди открываются, и им нет смысла сдерживать эмоции. Более того, если они неподдельные, искренние, для нас уже этого достаточно, чтобы публика почувствовала себя более свободной. Мы стараемся заполнить каждый момент своим присутствием, делая выступление индивидуальным для каждого, чтобы мы смогли отдать свое настроение залу, чтобы в сюжетах, которые мы закладываем в истории, каждый смог увидеть определенные картинки и унести их с собой. Ай, какая ты красивая, стоишь одна. Сегодня ночью погулять хочу с тобой вдвоем. А ты скажи, родная, как зовут тебя? Да не смущайся, мы с тобой уже вдвоем идем. Твои румяна на лице и твой парфюм. Неосторожно прикоснуться до тебя рукой. На мне пижонские ботинки и костюм. Танцую под энигму только для тебя одной. На самом деле я не знаю, что бы происходило с музыкой, если бы в определенный период мы не попали на остров. Более того, он смог нас освободить только когда мы попали к нему во второй раз. Когда ты находишься на грани местной популярности и готов шагнуть дальше, все те же тренды, внутреннее эго, они удерживают тебя. В этот момент остров дал нам чистый взгляд на совершенно сторонние вещи, которые в дальнейшем помогли нам реализовать все то, что копилось годами и лежало глубоко у тебя в сознании. За короткий период мы поменяли практически все приоритеты. Приоритеты во времени, в звучании, в семье, приоритеты к людям, которые тебя окружают. И только после этого мы смогли вырваться за рамки наших барьеров. Мы стали максимально обращать внимание к корневому творчеству. То, что действительно ты пишешь, а не то, что диктует тебе время. Остров избавил нас от суеты.
В дальнейшем вся чистота окружения перетекла в музыкальные формы. Стали появляться люди, которых ты не мог предположить в своей жизни, причем они уже открыты и воспринимают тебя, исходя из твоих взглядов. Это как минимум было непривычно, но в тот же момент ты осознаешь, что существует тонкий мир, в который тебя пустили. Ты понимаешь, что ты не один, что есть люди, которые готовы идти с тобой рядом, просто идти с тобой рядом. Сложно назвать участников Sugarman участниками. Это уже переросло в такую определенную маленькую семью со своими взглядами, со своими достижениями, с определенной теплотой друг к другу. Мы живем в разных локациях, и это не мешает нам. Важно просто осознавать, что где-то есть люди, которые для тебя являются семьей. С сумасшедшими идеями, которые ты не откидываешь, как раньше, а принимаешь и где-то дополняешь их. При наших встречах мы разговариваем о том, о чем не говорим по видеосвязи. Существуют определенные темы, о которых лучше поговорить вживую. Я думаю, что в нынешнее время людям не хватает именно живого общения. После наших туров наступает момент, когда каждый из нас возвращается к своей семье. Проходит буквально пару дней, и мы начинаем выстраивать новую программу. Все те же голосовые сообщения, видеочаты, время студийной работы. И все ради того, чтобы люди, которые приходят на наши концерты, максимально получили те эмоции, что мы заложили, и при желании погрузиться в музыкальное сопровождение с настоящими историями, где-то с теплыми воспоминаниями. Я очень рад, что наша музыка объединяет не только наше окружение, но и людей, которые находятся в других творческих реалиях. Мне так хорошо с тобой вдвоем, когда весна окутает день своим теплом. И если ты ждешь последнего снега февраля, давай будем ждать его за окном. С тобою вдвоем